выгрузился. Ждал документы. Ждал документы. И тут пошел сам к ним, короче. Сидит охранник. Я до вас дозвониться не могу. Я говорю, куда звоните? Он, ну, типа туда. Я говорю, это не моя фамилия, не мой номер телефона. Такое указали. Я говорю, то есть на погрузку меня позвали по моему номеру, а за документами я не тот номер указал. Я говорю, счастливо. Ну, девочки нормально отдали документы. Но охрана это своя каста людей. Не все, но, как говорится, может быть, если я в охраннике пойду, тоже таким же стану. Вот, друзья, это казачья застава. Здесь вот мы помылись в баньке. Сейчас покажу вам, какая. В такой баньке мы находимся. Здесь вот фен есть. Большие эти. Здоровые зеркала. Кабинки. Кабинки работают прям как... О, прислонил. Открылась. Тут моя клюквочка стоит. Никого нема. Вот так. Ну. Да. Кнопочка, подача воды, распыление. Красота. Коврики уже приготовлены по 5-й точке. Встретил коллегу. Он тоже идет в Можгу и тоже будет грузиться на Архангельск. Так что пойдем вместе. Заехали на погрузочку. Вот такой подъем надо задом. Вон от той бочки. Задом в подъем. Ну, с третьего раза получилось. С третьего, да, заехал? Угу. С третьего раза получилось. Первый раз как бы прицелился, второй раз подцелился и третий раз уже зашел. Загрузились, выехали. Вот такая вот дорожка у нас тут в сторону Кирова. Вообще не чищенная. Будем оттормаживаться. Распутки. Не разгонишься, я вообще по ней первый раз еду. Кто ее знает, что там спереди, как. Населенный пункт Фаленки, 1 Ф.
Фаленки. До Кирова 130 километров. Ни одной стоянки, ничего нету, где приткнуться. На обочинах спят. Нам нельзя в карманах спать. Штраф в конторе 500 рублей. Да и солярки полно. Проснешься утром, а по баке пустые. Переночуешь. Тысяч на 30-40. Добрый день, дорогие друзья. Пытаюсь помыть стекло. Наверное, надо идти натирать. Молодой у меня. Сидит там, что-то выглядывает. Я, говорит, встану в 5 утра, дядь Коль. Я говорю, ну буди, буди. Я на 8 завел. В час приехали. Ой, улыбается. И он так, короче, не выспался. Я на 8 завел, где-то в 7 проснулся. Сходил. Короче, везде полазил, все посмотрел. Показывает 810. Ну, они любят всякую херню показывать. Вот стояночка по Дорсети, но стоянка просто постоять. Кафешка дорогая. Очень сильно дорогая. Так, справа у нас чисто. Слева у нас чисто. Смотрите, как удачно мы разворачиваемся. Настроение бодрое, классное. Что-то сны какие-то снились непонятные. Вообще прям выспался так хорошо. Ну все, ребят, поехали. Поехали. И наш... В общем, будем продолжать наш прекрасный, как и все остальные рейсы. У нас на дороге авария. Уже вытащили. Наверное, ночью улетели. Или еще только вытаскивают. Нет, вон он слева лежит, стоит. Сильно скользко, да, Дим? Очень сильно. Че, парни, там не поднялся, что ли, кто? Авария, с трассы ушла машина. Сейчас уже вытащили все. Понятненько. Как проедешь бугорок, ты притормози, милок, вместо
Населенный пункт умет, шашлыки, шурпа и плов. И со скидками любовь, про меня не забывай, мимо нас не проезжай. Обалденная песенка. Это населенный пункт, там правда реально прям шашлыки продают кучами. Прям вот слева, справа, слева, справа. Я в одном из роликов вам показывал, проезжал. И остановиться сложно. Все забито. Пролетел поворот я. Проезжай, проезжай, проезжай. Доброе утро, друзья. Не знаю, наверное, стеклышко грязное, но сейчас через 8 километров на заправку будем заезжать. Пока Дима задувается, я в стекла натру, все будет чисто. Просто красота такая, смотрите, это с Ярославля на Вологду идем. Такие большие елки, снег. И на дороге сплошной лед. Вот где надо заниматься конькобежным спортом, который на скорость где бегать. Они, наверное, готовят ее специально. Ну, вот видишь, здесь посыпано. Сейчас ехали километров 50, вообще не посыпано было. Подъемы пробуксовывал даже, у меня срабатывал антибукс. О, какой красавец. Не один. О, на нас смотрит. Какую-то вкусняшку есть. О, пошел, пошел. Ближе не приближается. Ничего не боятся. Пофиг ему все дороги. Так прикольно на меня постоял, посмотрел и дальше есть. Что ты будешь делать? О, какое ДТП-то серьезное. Кто-то выскочил навстречу. О, а это наша газелька. Меня обгоняла сегодня, точно. Газелька вся прям в лоб. Главное, чтобы все живы и здоровы. Дима, а ты как в лидер транс попал? Алло. Первый месяц отработал в лидере. Я как раз на ешку получал в ЗАПе. С 18-го получил, а он в эту ночь проезжал мимо Омска. Говорит, вот в Омске в 2 часа ночи ты должен быть на Люберском кольце. Ну я до этого, правда, уже все, я приезжал же в это Коломному, я комиссию прошел, как-то все нормально. Мне когда
Позвонили, устраивайся. Ну, приезжай, устраивайся уже. Комиссия пройдена? Я говорю, пройдена. Приезжай, устраивайся. Я говорю, Оксаночка, я уже почти в Челнах. Давай на 13 канал переходим. 13-й? 13. Вот, давай, рассказывай. Все вроде рассказал уже, вот они мне, комиссия пройдена, они мне позвонили, а я как раз мотосом уже в Тобольске загрузились, крошкой и ехали в Ворсино. И вот перед Челнами они позвонили, с Омской колонны, говорит, устраивайся. Он что-то в Челны заехал, отец уже в Омской колонне был. А я, получается, в Челнах устраивался и заявление писал, что я устроился, начинался я в экспрессе вообще, в Челновской колонне, на 16-метровом. У тебя отец тут работает, да? А, он тоже где-то, он вот, мы с ним буквально где-то в Ижевске разминулись. В смысле разминулись? Друг друга навстречу ехали, что ли? Ну, как-то другим маршрутом там повели, он мне скидывал у нас маршруты, там, бля, вот буквально вот-вот, короче, разъехались мы по времени. Он вот отсюда, тоже откуда с этой стороны на восток идет. Ну он пошел с этого... Как он, на К-то где мы задувались-то? А, он с Кирова пошел на Пермь. Да. Жалко, а что, не подождал? Подождал бы на стоянке тебя или долго? Ну, не знаю, сколько бы мы загружались. Мы, наверное, приехали в Можгу. И это, он как раз на эти время проезжал уже. Отпускай. Частенько, кстати, с ним пересекаемся. Так. Понятно. Что, тебе вообще нравится работать-то дальнобойщиком? Дядь Коль, я об этой работе мечтал с детства. А жена как относится? Она все прекрасно понимает. Она, конечно, хотела бы, чтобы я работал дома поближе, но, к сожалению, у нас в городке не заработаешь должных денег, потому что дочку тоже кормить надо, детей кормить надо. Понятно. Кормить надо. Тебе самому, ты неплохо ешь, я заметил. Туда пожать и люблю. Ой, что-то зеваю, капец, уже второй раз зевнул. Сейчас третий раз зевну и все, и вставать спать надо будет. Я себе тоже такое правило заимел. Если 4 раза зевну прям так от души, то значит все, норма. Ну что, первый раз не страшно было ехать одному-то на такой большой машине? Знаешь, у меня отец еще тот человек, как бы, ну, довольно-таки строгий, скажем так, и в то время он как бы, ну, отец, как батя, что не скажешь. То есть, пока мы с ним вдвоем на экспрессе работали, как бы понервничать пришлось и все. А когда он в Омске вышел, поехал домой, я погнал дальше до Новосиба. Я был абсолютно спокоен, было нормально, но когда я перед Курганом попал в первый гололед, да, вот тогда было страшно, тогда было страшно. А, ты с отцом ездил на на экспрессе? Ну, я сразу с ним стажировался, получается, мы я в Омске сел, мы доехали до Тобольска, там загрузились, до Ворсина, по-моему, в Ворсина мы 2 раза успели съездить, за это время, там, в том, где-то еще, короче, ну, и так вот получилось, что с ним я стажировался, поехал 16-метровую, отдал экипажу, это там, в Новосибе, а в Новосиб шел пацанчик Макс на отцовской машине, за которой он начинал работать, то есть я его встретил,
на вход между Новосибом и Омском на полпути. И к нему пересел, мы доехали до Новосиба, он там разгрузился, мы вернулись в Омск, и дальше я уже сам поехал, а Макс домой остался, дома остался. Понятно все. А сколько у тебя дочки лет? Которая сейчас дома, супруга, ей 7 месяцев. О, так она вообще малышка, она ангелочек еще у тебя. Да, там такое золото, вот сегодня мне супруга писала, говорит, 4-й зуб уже лезет. Папа вовсю трезвонит, папа, уже как бы это, я там на видео тогда по видеосвязи созваниваюсь, я охренел. Просто, она говорит, мама вообще практически не говорит, но только когда это капризничает, психует, а так, папа довольная. Хорошо. А ты в деревне на чем работал? Так, что? С какого именно момента начать? Да вот это вот, перед тем, как дальнобойщики пошел. Ну я сначала на автобусе работал, на пазике, по городу, иногда на деревне отправляли вахтовиков, в Омск возил, там вот эти коронавирусных, там, комиссии проходить перед вахтами, там, туда-сюда, в основном по городу. Потом, когда я 3 раза за месяц ездил в Омск в одно лицо, на этом автобусе вахтовиков возил, в конце месяца получил 12 тысяч. Я шефу сказал, да не пошел бы ты нахрен с такими зарплатами. Поначалу-то у меня и 30-ка там почти выходила. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.